Всем привет! Меня зовут Аня, и в этом ролике я покажу, как украсить комнату к Новому году своими руками. Я выбрала несколько вариантов декора, которые можно сделать за короткий срок и из доступных материалов. Эти материалы каждый сможет найти у себя дома. И, конечно же, у меня, как всегда, будут помощники. Первый вариант – это шкатулка из елочных игрушек. Берем любую коробку и самоклеющую бумагу любого цвета. Вырезаем под размер коробки. И обклеиваем. Я брала бумагу в Fix Price. Верх коробочки должен быть меньше низа. Обрезаем, если нужно, и обклеиваем. Дальше заполняем пенопластом почти до края коробки. И теперь приклеиваем игрушки. Я выбрала игрушки зеленого и золотого цвета. Приклеиваем их на горячий клей. Заполняем пробелы бусинами. Приклеиваем крышку сверху на шары. Шкатулка готова. Можно поставить ее на стол или под елку. Второй вариант – это светящийся куб-подарок. Берем шпажки для шашлыка и складываем из них квадрат. Чтобы не ездила по столу, я приклеила их скотчем. Дальше начинаем склеивать шпажки между собой. Собираем куб, приклеивая шпажки друг к другу. Конструкция немного шаткая, поэтому я склеила края бумажным скотчем и добавила еще несколько перекладин посередине каждой грани. Дальше берем шпагат и обматываем куб, приклеивая где необходимо. Мне помогали весь процесс. Одна я бы не справилась. Красим куб. Я выбрала золотой акрил. Берем ленточку. И снова мне помогали. Обматываем и делаем бант. У нас получился подарок. Можно добавить внутрь игрушек. Желательно добавлять больше, чем у меня. И обматываем гирляндой. Ее нужно брать подлиннее. У меня в наличии была только такая. Подарок готов. Он станет отличным украшением под елку. Переходим к падающему снегу. Нам нужна нитка и иголка. Выбираем нитку по длине вашего окна или двери. Берем вату
Делаем из нее подобие шарика и пропускаем через нитку. Повторяем, оставляя небольшой промежуток между ватными шариками. Делаем так по всей длине. Гирлянда готова. Вешаем на окно с помощью скотча или клейкой ленты. Это простое украшение сделает ваше окно симпатичнее. Еще один вариант декора – снежный подсвечник из банки. Берем любую стеклянную банку, обмазываем ее клеем. И посыпаем солью. Встряхиваем лишнее. Берем шпагат и обматываем горлышко банки. Нам нужны бусины. У меня не было бусин нужного цвета, так что я покрасила их лаком для ногтей. Для удобства надела их на шпажки. Берем проволоку и надеваем бусины. Закручиваем, повторяем. И скручиваем их вместе. Получилась вот такая веточка с ягодами. Сперва приклеиваем хвойные веточки. Теперь ягоды. И вставляем искусственную свечу. Подсвечник готов. Он станет отличным украшением новогоднего стола. Переходим к елочке. Берем картон, вырезаем из него четверть окружности, сворачиваем и приклеиваем. Теперь берем шпагат или любую другую нитку и обматываем с помощью горячего клея. Добавляем бусины. Обматываем гирляндой, и елочка готова. Можно добавить украшение на верхушку или сделать подставку.
Последний вариант декора – это сосульки из ваты. Берем проволочки средней длины, делаем крючок, обматываем проволоку тонким слоем ваты, и опускаем в клей. Поправляем при необходимости. Дальше посыпаем солью. Пускаем веревку через крючок, чтобы повесить на елку. И если хочется, сверху посыпаем блестками. Даем высохнуть, и украшения готовы. Я надеюсь, вам понравились мои варианты новогоднего декора. Наслаждайтесь и подписывайтесь.